Здравствуй, Беларусь! Вот такой подвесной мост с удочками. А это Новолукомльская ГРЭС, огромнейшая, которая находится на озере. 5 по размеру Новолукомльское озеро. Беларусь, она поэтому называется Белая Русь. Синеокая, полная озер. Если посмотреть с высоты птичьего полета, то озера Беларуси — это основная достопримечательность, красота этого места. Здесь есть оборудованный пляж летом. Привет, привет, красавцы! Вот само огромнейшее, как море, озеро. Ну это просто сказка. Типичные белорусские деревушки выглядят вот так. Конечно, аутентичность свою они растеряли. Уже такие заборы. Кто-то мусор жжет. В Беларуси говорим мы палит мусор. Вот так выглядит деревенская жизнь зимой. Природа северной Беларуси, смешанный лес, много сосновых тоже деревьев, елей, дубов, лип и много-много всего другого. Лепель. Населенный пункт не маленький, но выглядит вот так. На закате еду, и как всегда к дедушке Ленину. Ленин почти везде в белорусских городах есть. Его не сносят, его почитают до сих пор. Это основная площадь. Еду в парк, к озеру. Парк в Лепеле, озеро Лепельское. Тоже много, ну немного, но есть лебеди. На льду прямо стоит. Красивые места. Здравствуй, зимний февральский Минск. Город этот является примером советской архитектуры, к сожалению или к счастью, с широкими проспектами, просторными площадями, монументальными зданиями в стиле сталинского ампира. Почему, спросите вы? Здесь печальная причина. Во время Великой Отечественной войны разрушено было 80% зданий. Если до войны проживало в городе 300 тысяч человек, то после войны осталось всего лишь меньше 50 тысяч жителей. И, конечно же, пришлось все заново восстанавливать. Но в последние годы город активно развивается. Сейчас в Минске около 2 миллионов жителей. Идет перевод всех районов Минска на артезианские источники воды, что улучшило качество водоснабжения. Также открываются новые станции метро. Развиваются также прилегающие небольшие города, чтобы разгрузить сам Минск. Поэтому Минск отличается своим и архитектурным рядом, но и также, самое главное, людьми. А поселилась я в этот приезд в прекраснейшей башне, так называемой. Сейчас проведу небольшой обзор квартиры. Тарам, это я. А здесь прям
высокие на самом деле потолки. Все очень просто, лаконично, но много пространства. Здесь такая спальня, кухня. Очень красиво. Не знаю, что у меня телефон не снимает. И самое главное, что тут вообще все есть. И пюре, и кашки, и вообще все. Но это не везде просто есть. Даже в холодильнике там что-то было. Вид во внутренний двор красивый. Ванна тоже очень достойная. Ну, туалет, понятное дело. И за 80 рублей. 80 белорусских рублей. Это где-то около 25, наверное, евро в сутки. Идеальная двухкомнатная квартира. Поэтому я рада. Но это я дешево нашла. Обычно от 100 рублей. 100 рублей это уже от 35 и выше. Вот. Но я договорилась. Хорошая женщина, очень разговорчивая. Вообще люди в Беларуси очень такие идут навстречу, добросердечные. Ну, войдут в твою ситуацию. Вот. Ну что, будем смотреть, что Минск нам покажет. Вот такой полумрачный, полусолнечный Минск, советский. Это проспект Независимости, один из главных проспектов. Подвиг советского народа. Это вообще как бессмертие, подвиг народа. Вечный огонь горит. Во многих городах Беларуси до сих пор вечные огни, и это прям очень чтится. Национальная библиотека Беларуси в свое время, она произвела фурор. Я помню, я была в 4 классе или в 3, она открылась. Это здание было 2013 год. Нас на экскурсию возили, это было прям мощно. А так в Беларуси появилось много электрических машин, обычно это все китайские. С зелеными номерами. Это Францискус Карына, памятник. Еще ездят вот такие тракторы у нас. Молоко ездит. Есть вот такие советские здания до сих пор. Ну и, конечно, торговые центры, куда же без них. Боже, кто говорит, что в Таллине плохая погода? Не знаю, тут такой ветер, у меня аж глазик продулся. Очень холодно. Очень сыро и промозгло. Зашла в очень интересный такой райончик. Улица Октябрьская, кто будет. Здесь куча разных кафешек. Стильных, хипстерских. Напоминает телескиви в Таллине. Но по-другому немного. Вот, зашла покушать сюда и попить кофе. Тут много разных. Гравити такое очень. Сейчас, конечно, серо все выглядит в Минске. Обычно вечерами говорят, тут весело. Улица Забицкая в Минске. Одна из самых популярных, красивых. Здесь много достопримечательностей и разных кафе, баров, ресторанов. Я занимаюсь вокалом, точнее даже больше звучанием, раскрытием своего природного голоса с Дмитрием Кахабом. И он пригласил меня на интересный такой камерный концерт, который они устраивали вместе с другом. И мы пели киртан, мы пели мантры, и был невероятнейший волшебный вечер. В Минске проходят различного плана концерты, фестивали для людей, кто связан с йогой, с тантрой, с медитацией. В Минске для меня тоже стало открытие, встреча с такими людьми, с таким комьюнити, что вот такое существует. Да, возможно, не так развито, так как есть определенные причины, но люди стремятся к самопознанию, самоисследованию. И это очень-очень здорово.